Менопауза – не пожизненный приговор, это сюжетный поворот. Приливы в 3 часа ночи, туман в голове, из-за которого вы забываете, зачем вошли в комнату, перепады настроения, которые пугают даже вашу кошку. Нет, вы не сходите с ума. Просто гормоны перекраивают вашу жизнь без вашего согласия. Вот что происходит. В перименопаузе и менопаузе уровень эстрогена и прогестерона меняется, и термостат вашего мозга становится особенно чувствительным. Это может приводить к приливам, нарушению сна, тревожности, раздражительности, снижению энергии и затуманиванию сознания. Сегодня я разберу, что именно происходит в вашем теле, самые распространенные симптомы, мифы, которые сбивают с толку тысячи женщин, и что действительно помогает снова почувствовать себя нормально. Менопауза – это естественный процесс, но страдать от нее не обязательно. Давайте упростим. Менопауза – это когда яичники уходят на пенсию, и у вас прошло 12 месяцев без месячных. Но самое интересное происходит в перименопаузе, в годы до менопаузы, когда эстроген и прогестерон не просто постепенно снижаются, они скачут вверх-вниз, как дети на батуте. Тем временем ваш мозг пытается решить проблему. Он выделяет фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны, как будто кричит: «Эй, яичники, ответьте!» Но яичники уже пакуют свои чемоданы и отвечают все реже. Этот гормональный хаос и делает состояние непредсказуемым. Одну неделю все нормально, а на следующей – ночная потливость, приливы, ощущение взвинченности и усталости одновременно, тревога без причины и забывание простых слов. Это не слабость и не просто возраст, это биология. Существуют реальные способы стабилизировать симптомы и помочь вам снова почувствовать себя собой. Симптомы менопаузы – это ожидаемо, но вам не нужно мириться с дискомфортом. Мифы о менопаузе делают женщин несчастными. Давайте быстро разнесем их в пух и прах. Миф. Это все в твоей голове. Нет, это все в твоих гормонах. Эстроген может снижаться почти на 90%. Это не психология, это эндокринология. Миф. Симптомы сами пройдут, просто пережди. Реальность. Симптомы менопаузы со временем действительно могут ослабевать, но не скоро. В среднем это длится 7-10 лет, а у некоторых женщин больше 15. Просто переждать – это так себе план, это согласие на годы ненужных страданий. Миф. Гормональная терапия для всех опасна. Неправда. Современная гормональная терапия совершенно не похожа на устаревшие схемы лечения, которые вызывали необоснованные страхи много лет назад. Сегодня дозы безопаснее, часто используются биоидентичные гормоны и индивидуально подбираются в соответствии с особенностями здоровья каждой женщины. Для многих преимущества – улучшенный сон, настроение, поддержка костной системы, защита сердца и общее качество жизни значительно превышают риски при грамотном наблюдении специалиста. Гормоны подходят не всем, но они точно не для всех опасны. Вот что могут вызвать изменения уровней эстрогена и прогестерона. Приливы и ночная потливость. Проблемы со сном. Перепады настроения и раздражительность. Затуманивание сознания и снижение энергии. Увеличение жировых отложений, особенно в области живота. Снижение либидо. Сухость интимной зоны и более частые инфекции мочевых путей, сухая кожа и истончение волос. А если менопаузу не корректировать, со временем это также может увеличить потерю костной массы и повысить риск остеопороза, снижать естественную защиту от рака толстой кишки, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшать показатели холестерина и сахара крови, провоцировать недержание мочи и рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, вызывать атрофию слизистой влагалища и боль при сексе. Если этот список кажется длинным, вы правы.
Менопауза затрагивает почти все системы организма. Вот простые шаги, которые помогают почти всем, независимо от того, на каком этапе трансформации вы находитесь. Да, они базовые, но они работают. Первое. Поставьте сон в приоритет, потому что без него гормоны не перезагрузятся. Ложитесь в одно и то же время. Держите спальню прохладной и не пейте напитки с кофеином во второй половине дня. Второе. Занимайтесь силовыми тренировками 2-3 раза в неделю. Мышцы – лучший друг метаболизма. Это помогает настроению, костям и снижает инсулинорезистентность. Третье. Ешьте больше белка и клетчатки и сократите потребление сахара и алкоголя. И то, и другое может усиливать приливы и ухудшать сон. Четвертое. Поддерживайте водный баланс и обеспечьте себя базовыми веществами, такими как магний, витамин D, омега-3, по необходимости и под ваши задачи. Пятое. Используйте один инструмент для снятия стресса каждый день. Дыхательные упражнения, короткая прогулка, осознанность, что-то, что подает вашей нервной системе сигнал «Мы в безопасности». Шестое. Поддерживайте свою кишечную микрофлору качественной пищей, растительной клетчаткой и регулярностью приема. И последнее. Отслеживайте симптомы. Если вы этого не делаете, вы не сможете улучшить вашу симптоматику. Это позволит подобрать лечение индивидуально. И помните, маленькие, последовательные и регулярные шаги меняют жизнь эффективнее, чем глобальные и быстрые изменения, которые продлятся всего неделю. Вот 4 направления лечения менопаузы. И лучшие результаты обычно достигаются при правильном сочетании. Первое – гормональная терапия. Для многих женщин это самый эффективный вариант. Эстроген уменьшает приливы и улучшает сон. Прогестерон защищает матку и помогает нервной системе быть более стабильной. А у некоторых низкие дозы тестостерона могут улучшить либидо и энергию. Пластыри и гели часто действуют мягче, чем таблетки. Второе. Местные вагинальные препараты. Если у вас есть сухость, дискомфорт, боль при сексе или частые инфекции мочевыводящих путей, топикальные средства могут сильно помочь. Эстрогеновый крем, вагинальные таблетки и суппозитории дигидроэпиандростерона или эстрогеновое кольцо. Они работают там, где нужно, с минимальным влиянием на весь организм. Третье. Негормональные препараты. Некоторые лекарства, например, отдельные антидепрессанты или средства, успокаивающие нервную систему, могут уменьшать приливы и улучшать сон, особенно если гормоны вам не подходят. Четвертое. Интегративные инструменты. Адаптогены, омега-3, витамин D, некоторые травы, акупунктура, терапия мышц тазового дна, плюс поддержка сна и управление стрессом могут заметно облегчать симптомы. Итог. Менопауза не лечится по шаблону. Важен план, который подходит именно вашему телу. Хватит мифов о менопаузе. Сейчас быстро развенчаем самые вредные. Миф. При менопаузе набор веса неизбежен. Реальность. Ваш метаболизм действительно меняется. Меньше эстрогена, меньше мышечной массы, больше инсулинорезистентности. Но килограммы не появляются за ночь. Обычно меняется баланс. Больше жира на животе и меньше мышц. Решение простое, но мощное. Силовые тренировки, достаточное количество белка, хороший сон и сокращение жидких калорий и алкоголя. С правильным подходом изменение веса абсолютно обратимы. Миф. Гормональная терапия вызывает рак. В любом случае. Неправда. Современная гормональная терапия сильно отличается от того, чего боятся многие. Риск зависит от типа гормонов, дозы, способа введения, времени начала и вашей истории здоровья. Для многих женщин, особенно при своевременном начале терапии и правильном наблюдении, это будет безопасно и реально улучшит качество жизни. Миф. Сухость влагалища – это просто возраст.
Смиритесь с этим. Нет, вагинальные и мочевые симптомы хорошо поддаются лечению. Топикальный эстроген, вагинальный дигидроэпиандростерон, увлажняющие средства и поддержка мышц тазового дна могут быстро и безопасно улучшить сухость, боль и частые инфекции мочевыводящих путей. И помните, менопауза у всех протекает по-разному. Каждый организм проходит эту трансформацию по-своему. Единого стандарта нет. Менопауза – это не конец света. Это нормальный и ожидаемый переходный этап. И при правильном, грамотном подходе вы снова сможете чувствовать себя лучше и стабильнее. Вернется спокойствие, легкость и ясное сознание. Если вы испытываете симптомы, не ждите, что они, возможно, вдруг исчезнут. Приливы, бессонница, тревога, затуманенность сознания, низкая либидо, увеличение веса, сухость интимной зоны – это не ваши недостатки, это сигналы. И когда вы работаете с первопричинами, организм начинает отзываться. В хорошей интегративной клинике задача связать воедино ваши симптомы, историю здоровья, риски и при необходимости специальные анализы. Затем составляется персональный план, который может включать изменения образа жизни, недостающие биодобавки, негормональные средства и заместительную терапию, если она вам подходит. Не откладывайте решение проблемы. Это имеет огромное значение для вашего здоровья. Обычно это означает эффективный контроль симптомов, улучшенный сон, настроение и энергия, и меньше негативных последствий в будущем, таких как снижение плотности костей, метаболические нарушения и вагинально-урологические осложнения. Если вам говорят «просто смиритесь», это не лечение, это безразличие. Вам нужны рабочие варианты, поддержка и специалист, который понимает, через что вы проходите.